Привет, мой зритель! Если ты новенький, то рад видеть на моем канале. Ну а если подписчик, то поздравляю. В нашей семье стало 400 тысяч человек, даже уже больше. За 40 месяцев жизни этого канала у меня были выложены весьма разноплановые ролики, снятые как на большой высоте, так и на большой глубине. Снятые в охраняемых местах, так и в полностью заброшенных. Ролики, растянутые в многосерийный сериал, так и совсем непродолжительные. В каждом видео я стараюсь рассказать историю объекта и максимально подробно его отснять. Видео же сегодняшнее кардинально отличается от предыдущих. Отснятого для этого ролика материала хватило всего на 7 минут видео, так как время нашего пребывания на объекте было сильно ограничено и снималось все второпях. Естественно, о качестве съемок речи не могло и быть, ведь в случае нашей поимки нам бы стало очень грустно. Так что же это за объект такой? Подведу к нему издалека. За более чем 3-летнюю историю своего канала я выложил несколько роликов об эпичных, поражающих воображение подземных объектах. Объемы работ при строительстве и задачи, предназначенные объекту, были масштабов, достижимых только Советскому Союзу. Вспомните, кто забыл, или посмотрите, кто не видел, ссылки я оставлю в описании к видео. Объект 221 – запасной командный пункт Черноморского флота. 2 4-этажных здания, вырубленные в скале, и 2 почти полукилометровых тоннеля в горе, ведущие к этим вырубленным зданиям. А объект 820, предназначенный для обслуживания подводных лодок в условиях ядерного конфликта. Размах, мощь. Да и вы наверняка слышали про различные сооружения, залегающие глубоко под землей. Взять тоже таинственное метро 2. А не задумывались ли вы о том, кто строит подобные сооружения? А не задумывались ли вы о том, где и как учат строить подобные сооружения? Сооружение за моей спиной называется горный комплекс или копер. Это как бы продолжение стен шахты наверх, оборудованное навесом. Через этот комплекс поднимают наверх и выгружают в машины разработанный глубоко под землей грунт, опускают вниз и поднимают наверх подземных строителей. Такие копры означают место, где люди вгрызаются вглубь земли. В данном случае идет строительство метрополитена. Когда оно закончится, там появится вентиляционная шахта наподобие такой. Но не всегда наличие копра означает, что идет строительство метро. Добыча угля или других полезных ископаемых подземным способом предполагает строительство стволов. И увидеть в регионах добычи копер – дело привычное. Иногда бывает интересное отклонение от рассказанного мной выше. В свое время ходила история про один копер, расположенный в месте, где до метро очень далеко, а полезных ископаемых в округе никаких. Хуже того, в округе нет других копров или вентиляционных шахт, которые могут подсказать размеры объекта и его примерное назначение. Никто не мог понять, зачем он нужен, что скрывает. Однажды я и один мой хороший приятель решили найти ответ на этот вопрос. Мы определили точное местонахождение копра и выяснили, что он находится на территории тренировочного центра Военного инженерного технического университета. А это крайне интересное учебное заведение. Основанное еще в 1810 году, процитирую Википедию, оно подготавливает военных инженеров, необходимых для разработки, проектирования, строительства, модернизации и поддержания высокой степени боевой готовности стратегических систем и комплексов Министерства обороны России. К ним относятся объекты базирования ракет, самолетов, подводных лодок, надводных кораблей, систем дальнего обнаружения, командных пунктов и узлов связи. ВУЗ также готовит специалистов для обслуживания и эксплуатации конструкций и фортификационных сооружений, используемых всеми видами вооруженных сил и воинских формирований. Готовит специалистов, которые проектируют, строят и обслуживают объекты специального назначения. Спецобъекты.
То есть выпускники этого заведения наверняка причастны к строительству некоторых объектов, посещенных мной в прошлом. Ну что ж, давайте объединим все сказанное мной выше и отправимся к этому копру и узнаем, что же за объект он скрывает. Айда! Мы попали в здание, примыкающее к копру, и устремились в дверь, ведущую в помещение под названием «Демонстрационный зал». Еще раз повторюсь, свежие следы с собачкой и абсолютное непонимание того, когда обход будет снова, вынуждали нас действовать быстро. Было не до красивых съемок и пространных комментариев. Демонстрационный зал. Первым делом мы увидели учебные плакаты, разъясняющие некоторые аспекты подземного строительства. За ними находилось кое-что из горно-проходческого оборудования, а дальше мы увидели отрезок тоннеля, заканчивающегося, к сожалению, тупиком. Снимал я быстро. Расчет был на то, что позже для изучения плакатов я буду останавливать воспроизведение и изучать интересующий меня момент. Если вас что-то заинтересует или будут какие-то интересные заметки по увиденному, то комментарии открыты, пишите и обсуждайте. Схема сухого набрызгобетонирования. Судя по увиденным плакатам, представленной технике и различным стендам, мы оказались в том месте, где учащиеся университета познают строительство защищенных сооружений, в том числе и подземного типа. Здесь есть 3 учебных выработки, то есть небольших отрезков тоннеля с установленным оборудованием для строительства этих самых тоннелей различными способами. Таким образом, можно, не выезжая на объекты строительства, на месте увидеть, чем один способ отличается от другого. Очень ценная практика для лабораторных работ. Увиденное содержание на плакатах напомнило мне посещение линии Сталина под Минском. Там некоторые из указанных здесь защитных сооружений представлены вживую. А на плакате, кстати, видно название кафедры «Фортификация и специальных сооружений». Изучаем один из учебных тоннелей. И передаю большой привет Новокузнецку. На кадре видна самоходная буровая установка производства Новокузнецкого машиностроительного завода. Сама установка является эдаким перфоратором, только работающим на сжатом воздухе и чуть больше того, что у вас в кладовке лежит. Ее характеристики даже поподробнее снял. Быстро оббегая камерой еще пару плакатов и иду в соседний тоннельчик. Тут показана еще одна установка, которая является шахтной породопогрузочной машиной. Типа экскаватора, который работает в тоннеле и грузит разработанную породу в вагонетке, чтобы не строителям вручную это делать. Естественно, в качестве образца, те, кто насыщал этот учебный комплекс, не забыли установить и саму вагонетку. Новенькую, зелененькую. Как правило, рабочие вагонеточки выглядят не так привлекательно с точки зрения цветовой гаммы, но под землей не до прикрас. Главное, чтобы работала. Чуть дальше еще одна машина для погрузки породы. Ездит по узкоколейке, оборудована ковшом с зубьями. Стоит как квартира-студия в Санкт-Петербурге. Кстати, об одной особенности демонстрационного зала. Это одноэтажное здание с окнами до потолка. Со своими фонарями мы там были видны как на ладони и чувствовали себя мышами в клетке. Если бы нас заметили, уходить было бы некуда. Вход только один. А между делом мы увидели интересное место. И мой приятель попросил у меня разрешения, чтобы вставить несколько своих харизматичных фраз. Давай, мой верный друг, скажи мне что-нибудь. Ребята, мы находимся в месте, где учат строить ТИС, пацаны. Это самый каноничный красный металлоизол. Вот он родной. Да, детка, это красный металлоизол. Это, в общем, место, где учат строить ТИС. Это учебный ТИС, пацаны. Да. Отвечаю за все. ТИС. Сокращенное название строительной компании Трансинжстрой. Это один из основных подрядчиков московского метрополитена. Есть предположение, что ТИС, помимо строительства тоннелей и станций московской подземки, занимается строительством так называемого метро-2. Технология строительства многих специальных объектов предполагает облицовывание стен тоннеля металлоизоляцией. В увиденных вами кадрах как раз и было видно применение этой технологии. Предвосхищая многочисленные комментарии, вопросы и просьбы, сразу охлажу пыл некоторых зрителей. Рассказов по метро 2, а тем более роликов оттуда, не будет. Это является государственной тайной. И сесть по статье 283 Уголовного кодекса за разглашение государственной тайны или как вариант по статье 276 за шпионаж меня абсолютно не улыбает.
Так что спасибо за понимание. Продолжим. Рядом с тоннелем с металлоизолом находятся интересные макеты шахт и копров. Они разъясняют, как ведется проходка стволов различными способами. И в принципе ничего необычного здесь нет, за исключением того, что макеты принадлежат военному учреждению. А значит и стволы тут учат проходить вовсе не гражданского метро. Мне понравилась доскональность, с которой сделаны макеты. Конечно, я не горнопроходчик и не вижу, возможно, присутствующих здесь косяков, но с точки зрения дилетанта вышло очень реалистично. И цвета деталей очень натуральные, как по мне. Рядом находятся плакаты, объясняющие, что мы с вами сейчас видели макеты надшахтных копров, стволопроходческого комплекса и элементов непосредственной проходки ствола. Далее мы видим ряд плакатов, показывающих, как делается крепь и проходятся тоннели в различных породах, от песка до камня. Ведь в одном случае порода, например песок, будет осыпаться, ее надо сдерживать. Глина более устойчива, ну а камень и подавно. Правда, его надо взрывать. Также внимание уделено механизированной проходке тоннелей щитовым способом. На плакатах показаны конструкции различных щитов, и что интересно, есть два довольно крупных и подробных макетов самих тоннелепроходческих щитов. На видео больше передастся щит. На кадре как раз некий человек, похожий на меня, стоит рядом с одним из макетов. А здесь мы видим, что показаны учебные образцы бурового инструмента и пород, которые, видимо, с помощью него были извлечены. И теперь мы подходим к ответу на интересующий нас изначально вопрос. А что же это за таинственный копер? Видим табличку с надписью «Шахтный ствол». Заходим в дверь. Коридор. А вдали виднеется грейферный захват. Вот оно что. Учебный ствол, который идет не вниз, а наверх. И тут все встает на свои места. Тоннели тоннелями, но ствол надо тоже студиозусам показать. А зачем копать вниз, чтобы ради учебного процесса заморачиваться впоследствии с гидроизоляцией и отводом вод, когда можно сделать все то же самое, но в воздухе? Слушай, давай ты будешь делать фотки, пока с камерой наверх сбегаю. С камерой наверх? Да, на второй этаж пойдем. Давай, сейчас я даже фотки. Сейчас, да пойдем вместе поднимемся. Мой напарник адово подгорает с того, сколько я времени трачу на съемки, и он прав. Но раз уж попали, то хотя бы одним глазком глянем с вами на маршевый ходок. Здесь показан ствол в процессе его проходки. То есть внизу грейферным пневмопогрузочным устройством разрабатывает породу и поднимает ее в бадье наверх, на поверхность. В этом учебном стволе есть все, что обычно нужно при разработке грунта. Именно так выглядит строительство защищенных подземных сооружений. Дабы не привлекать внимание, я не поднимаюсь на самый верх, чтобы светом фонаря ненароком не озарить все вокруг, как маяк. Поднявшись до уровня 3-го этажа и быстро оглядевшись, я начинаю обратный путь. Кстати, правильно, то, что мы видели, называется подвесной механизированный полог для проходки стволов. Сравните фотографию оттуда со схемой из учебника по строительству метрополитенов. Есть что-то похожее, не правда ли? Но все, время больше не терпит. Быстро оглядевшись, мы покидаем здание учебного комплекса и уматываем восвояси. Вот такая вот лаборатория, где учат строителей строить метро 2. Вот такая вот интересная история произошла с нами в одну из длинных зимних ночей, даже уже не помню какого года. Надеюсь, вам понравилась эта история, и мы увидимся с вами в следующих видео. До встречи, с вами был МШ, пока-пока.